Я помню, что в то время, это было за несколько месяцев до Нового года, мы так перфекционистки были настроены, что мы все скоро закончим. Это было забавно, весело. Сейчас это забавно, весело, тогда это было не так. На начальном этапе мы сомневались в том, что мы делали, но нас захватила идея, и мы продолжали, и это нас мотивировало не останавливаться, а идти до конца. Мы не предполагали, что такие наши наполеоновские планы требуют большого объема времени и большего запаса знаний. Комикс-братья! Итак, с чего же начать делать комикс? Работа проходит несколько этапов, от чернового к более чистому, пока не доходишь до чистового. И это занимает довольно много времени. Но на первых порах мы об этом не знали, и когда идея была, и как бы в наших головах она стала разрастаться, мы решили, что первым и правильным шагом будет написать сценарий, и после этого все чудесным образом получится, потому что Игорь умеет рисовать, я умею писать. И не предполагали, что столько времени будет занимать именно рисование комикса. Сегодня 26.02. 2018 года. 2018 года. Я одет как морячок. Морячок. Мы все в тельняшках. Да, мы документируем. Здесь холодно, здесь иначе нельзя. Мы тут у бабушки решили устроить офис. Тут немного гранжевая атмосфера. Временный. Да. Да, мы даем ему немного времени. Прежде чем мы станем знаменитыми и богатыми. Да. И красивыми. Да. Когда Игорь предложил идею, это был где-то конец 2012 года, я тогда примерно год уже занимался писательской деятельностью, где-то на середине была моя первая книга «Отрави меня изнутри». Мы разделили сразу, что Саша будет заниматься по большей части текстом, сценарием, а моя часть больше будет заключаться в рисовании. И у нас с Игорем было понимание того, как писать сценарий, как вообще писать и как записывать на бумаге свои идеи. И то есть в этом плане как бы мы были уверены с самого начала, но что касается рисования, Игорь тоже был в начале своего пути, потому что по профессии он экономист, и большую часть времени он отвлекался и занимался тем, что учился не на ту профессию. Я рисовал везде, где мог. В то время я учился в университете, и поэтому я сидел на парах, рисовал какие-то отдельные кадры, которые были уже сценарии, которые мы видели, которые я мог уже нарисовать. Они, конечно, немножко примитивно выглядели, но все равно я старался, рисовал, делал какие-то пометки и опирался на знания, которые у меня были в тот момент, опирался также на рисовку, допустим, которую я знал из мультфильмов, мультсериалов, на тех же Симпсонов, Футураму. Вы даже можете посмотреть первую страницу. Домик внизу, куда идет парень, напоминает дом Симпсонов, немножко измененный. Мы всегда любили комиксы, и сама идея, еще до бума комиксов, как в Америке, так и в России, сама идея нарисовать комикс казалась нам привлекательной. Хотя единственный комикс, который у нас был, и вообще мы держали в руках к тому моменту, это был комикс «Том и Джерри», который нам купила мама. Так как мы только начинали, это был для нас первый опыт, мы многого не умели. И когда я представлял себе, каким будут персонажи, каким будет мир, как это будет выглядеть, я понимал, что мне недостаточно умений, и что нужно научиться рисовать персонажей в полный рост, рисовать эмоции их, рисовать ту же раскадровку, правильно поставить композицию, и все это нужно было уметь, а на тот момент я ничего этого не умел, я только учился, рисовал портреты, лица людей, которые учился по учебникам Эндрю Лумиса, а мне нужно было совсем другое, в каком-то другом стиле рисовать, поэтому пришлось много работать и много узнавать, много нового, и на это уходило много времени. Но пока мы находились на раннем этапе, нужно было понять, с чего начинать работать.
я постоянно сидел, пытался изучать что-то новое, просто приходил домой, садился, перерисовывал каких-то персонажей с каких-то фотографий для того, чтобы понять, как все это выглядит. Мне не нравилось, как выглядит, допустим, тело. Я пытался изучить что-то новое и внести это, опять же, в дизайн персонажей. Потом я изучал какие-то одежду персонажей и опять же добавлял это туда. И по чуть-чуть это постепенно приходило. И как это выглядело, я постоянно искал какие-то интересных авторов, которые мне нравятся, какие-то интересные работы, смотрел комиксы, туториалы разные, пособия, искал книги каких-то комикс-художников, чтобы понять, как мне рисовать персонажей, как рисовать, опять же, те же эмоции и как должно все это выглядеть. И потихоньку оно развивалось и приходило к тому видению, которое я видел. Я нарисовал с утра вот этот исправлял, вот этот нарисовал, ноги исправлял, этот чуть подправил, это нарисовал, это только что нарисовал, этот нарисовал, я тут наметил. В принципе, почти. У нас было более мультяшное видение комикса. Даже когда мы прописывали сцены, мы всегда видели, как поворачивается камера, мы всегда видели, как можно показать тот или иной ракурс уже более в киношном плане, в мультяшном плане. Так как мы по большей части, когда делали комикс, мы опирались больше на мультфильмы, мультсериалы, те, что нам нравились. Это опять же те же «Симпсоны», «Футурама», ну и также «Аватар», «Анг», другие какие-то мультфильмы. И мы пытались построить свой процесс работы примерно как это делается в мультипликации. Мы смотрели различные дополнительные материалы, как рисуются персонажи, как рисуется раскадровка, и также пытались построить свой процесс рисования комикса. Сейчас же работа выглядит несколько иначе на этом этапе, потому что сейчас я делаю контуровку по странице, это отнимает все равно много времени, потому что хочется все сделать именно на высоком уровне, или хотя бы на том уровне, которым видишь, чтобы передать то, что ты видишь в голове на бумаге, и люди увидели и реально поняли, о, прикольно выглядит. И это как бы немного мысль щекочет мозг, потому что это такая возможность передать то, что ты видишь другим людям не с помощью слов, а с помощью именно картинки. И мне это кажется очень интересным. Вся причина в том, что мы хотели создать качественный продукт, который был бы хорош не только на пространстве, которое нам знакомо, не только в рамках Приднестровья, не только в рамках СНГ, но и вообще во всем мире. Почему мы хотели это сделать? Потому что мы знали, что идея самого комикса имеет очень глобальный масштаб, и мы хотели, чтобы история и комикс в итоге соответствовали им. А Оливер вернется в кресло сразу после открытого окна. Не переключайтесь. Комикс-братья! А теперь 6 полезных советов для начинающих. Во-первых, зарисовывайте все, что вам приходит в голову, какие-то отдельные идеи, и лучше всего делайте это в одном месте, потому что когда я только начинал, я делал разрисовки на куче листов, и в итоге это стало довольно проблемным. Нужно было искать отдельные листы, которые я даже рисовал где-то в прошлом году, и с ними, потому что надо было работать. Приходилось их искать. Я, конечно же, позже их сканировал, вводил в компьютер, но потом завел себе скетчбук. Саша мне его купил. И в котором я зарисовал дизайн персонажей, окружение, все вместе, чтобы это было в одном месте, в одном скетчбуке, и можно было, когда ты рисуешь страницы, перелистнуть до нужного места и срисовывать, опираясь на то, что ты ранее нарисовал, а не искать это где-то в куче листьев или просто полагаться на то, что у тебя в голове. Если вы только начинаете работу над комиксом и хотели бы избежать каких-нибудь недочетов или ошибок, чтобы быстро и качественно создать свой комикс, то это первое заблуждение, потому что когда вы создаете что-то творческое, необычное, вы должны
быть готовы к тому, что ошибок не избежать. И они будут, и они могут привести вас к чему-то крутому и необычному, чего вы не ожидали. У нас много раз было так, что мы что-то неправильно поняли друг друга или что-то неправильно прочитали, и в итоге это перерастало в нечто необычное и новое, что отразилось в комиксе как что-то невероятное. Поэтому не бойтесь того, что впереди будет много ошибок. Второй совет: если вы только работаете над комиксом, лучше начинать с чего-то малого. То есть попробуйте понять, что вам нравится и нравится ли вам это вообще. Возьмите небольшой случай, какую-то ситуацию, зарисуйте ее, там, пусть, допустим, на 1 страницу или на 2. Вы поймете, насколько вам это нравится и хотите ли вы этим дальше заниматься. Потому что некоторые берутся за большую работу и понимают, что я столько времени потратил на это, мне не нравится этим заниматься, отложу и буду заниматься чем-то другим. Поэтому проще начать с чего-то малого, и так вы наберетесь опыта, делая небольшие какие-то свои комиксы, стрипы, и переходя к более сложным, к своим каким-то большим историям, задумкам, замыслам. Второе, при работе с комиксом, когда у вас есть идея, и она, конечно же, обжигает голову, и кажется, что она просто невероятная, никто раньше ее никогда не использовал, не делал, попытайтесь поделиться ею с человеком, который разделяет ваши интересы. В любом случае вы увидите, насколько эта идея выгорит, потому что если впереди вас ждет длительный процесс, даже если это не год, не 2, а пару месяцев, очень важно, чтобы с вами был человек, который будет вас подталкивать, когда вы будете чувствовать, что что-то идет не так. Это очень важно. В сценарном плане, если у вас есть идея, начинайте постоянно о ней думать и прописывать, дополнять, смотреть на историю с разных ракурсов. То есть, если у вас есть идея, вот у нас появилась идея, каждую неделю появляются монстры, мы начали думать еще больше, как сделать это интереснее. Ага, пусть это будет раз в неделю. Ага, пусть это будет 8-й день. Ага, а почему 8-й день? И вот так, когда ты постоянно думаешь над чем-то, появляются какие-то мелкие детали, мелкие подробности, которые делают историю намного интересней и круче, и забавней. В любом случае, не бойтесь тратить время на то, чтобы постоянно думать о своем сюжете. Записывайте это все. В любом случае вы это все используете и раскидаете по полочкам, и у вас будут другие эпизоды, другие серии, либо вы придумаете что-то новое. Третье — это то, что я понял, конечно, со временем, то, что не бойтесь быть неряшливыми на первых этапах, потому что, когда я только начинал, я пытался соответствовать своему видению, делать все более идеально и избегал той стадии, когда нужно было делать что-то черновое, когда идеи должны быть простыми в виде набросков, в виде каких-то почеркушек, потому что что-то отсеется, а что-то останется. И с этим, что остается, вы должны работать, и опять же на этой стадии что-то остается, что-то отсеивается, и со временем от этапа к этапу все улучшается, все как и ваши умения, и все получается намного лучше. Это нужно для того, чтобы ваши идеи приняли нужный визуальный вид, и чтобы вы их зафиксировали и могли с этим дальше работать. Так как со временем идеи различные рисунки, даже ваши умения оттачиваются, какие-то неровности, шероховатости стираются, и все получается намного лучше и намного красивее и эффектнее. И третий совет, который бы я хотел дать всем, кто начинает комикс, это пытайтесь и не бойтесь рассказывать о своем комиксе, рассказывать о своих идеях. Особенно, когда ты молодой, когда ты только начинаешь, что ты никогда раньше не делал чего-то масштабного, ты боишься, что люди на тебя не так посмотрят, что люди подумают. Но в любом случае вы не обманываете их. Вы просто показываете, кто вы есть. Потому что творчество — это как раз умение показывать, что внутри тебя, что творится в твоей голове. И вы удивитесь, когда узнаете, что люди поддерживают вас, им нравятся ваши идеи. Пусть поначалу этих людей не будет так много, но в итоге, когда вы поймете, как это правильно делать, как делиться своими идеями, историями, вы увидите, что
действительно есть люди, которые поддерживают вас, и их будет становиться все больше, и это хорошая основа для любого проекта. Будь это мультик, комикс, они будут вас поддерживать и вдохновлять в любом случае, потому что это очень важно. Да? Вдохновение, без него никуда. Привет! Привет! Это Игорь. Стой, это Саша. Уверен? Кажется, да. Хорошо, давай еще раз. Пип! Привет! Привет! Это Игорь и Саша. Вы позвонили на наш видеоавтоответчик. Нас нет дома, но вы можете оставить свои комментарии и лайки под этим видео. Да, наверное, мы в одной из наших групп в соцсетях, на сайте Амброзио или на Патреоне. Если вам стало скучно, посмотрите другие наши видео. Спасибо! Спасибо! А теперь мы танцуем. Я, о, пип.